С тех пор, как человек впервые приручил дикого голубя, прошло около 5000 лет. На сегодняшний день голубеводами выведено более 800 пород этих птиц. Многие из них отличаются от тех голубей, которых мы привыкли видеть. Друзья, всем привет! Вы на канале Всемирный клуб голубеводов, и сегодня будем говорить об топ-10 самых странных или некрасивых пород голубей, созданных человеком. Не забудьте подписаться на канал, нажимать на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. И открывает наш топ кудрявые голуби, одна из самых старых пород голубей. Происхождение этих голубей неизвестно. Некоторые авторы считают его родиной Азию или Юго-Восточную Европу, другие – Переднюю Азию. Эта порода голубей имеет, пожалуй, самый необычный удивительный вид, созданный мелко закрученными перьями. В его селекции участвовали голубеводы многих стран. Кудрявый голубь пользуется большой популярностью и любовью во многих странах мира, но нельзя сказать, что имеет широкое распространение. Кудряши голуби, которые относятся к элитными породами голубей. На 9-м месте у нас румынский голошейный турман, выведен в 1899 году. Из-за голой неоперенной шеи этого голубя еще называют голошейным чунгом и лысым чунгом. Голое место покрыто морщинистой красно-коричневой кожей. По всем остальным признакам совпадает с красным бухарестским чунгом. Эти голуби появились на международных выставках после Второй мировой войны. В настоящее время румынского голошейного турмана разводят также в Германии, где он проявил себя отличным стайным высоколетным голубем. И хотя голошейные плодовитые и непритязательны в содержании, круг заводчиков этой породы очень ограничен. Одни считают его самым красивым голубем в мире, другие удивляются, насколько несимпатично он выглядит. Будапештский короткоклювый турман завоевает в нашем рейтинге 8-е место. Но можно сказать одно, это не тот случай, когда гадкий утенок со временем превращается в прекрасного лебедя. Потомок обычного сизого голубя, будапештский короткоклювый турман был выведен в основном в декоративных целях. И несуразного вида птенцы почти такими же и остаются, с возрастом лишь нарастив немного перьев. Его особенностью стали огромные круглые глаза, с гладкими и широкими окологлазными кольцами, выступающие по бокам головы и похожие на два больших полушария, а также короткий прямой клюв. На 7-м месте в нашем рейтинге брненский дутыш, самый маленький и самый опрятный дутыш из всех существующих. К дутышам принадлежат голуби, которые отличаются оперением, размерами и окраской, однако имеют один общий признак – чрезвычайно развитый зоб, надутый воздухом. Другие голуби также надувают зоб, но только в брачный период, чтобы напугать соперника во время боя. Однако ни у одного голубя, кроме дутыша, никогда зоб при этом не достигает таких размеров. Способность надувать и удерживать зоб появляется при половой зрелости голубей в брачный период. Опытные голубятники утверждают, что из продолговатых узких яиц вылупливаются стройные птицы на высоких ногах, а из круглых яиц – наоборот. На 6-м месте в нашем топе так называемые голуби Марчинера паута, одной из старейших и наиболее репрезентативных пород голубей в Испании.
что делает эту породу такой привлекательной? Это необычный метод полета, это невинный взгляд и оживленное и дружелюбное поведение этих птиц. На протяжении веков Марченера разработал характеристики, благодаря которым он известен сегодня. Самые необычные из этих характеристик является уникальным методом сжимания хвоста в полете, или просто вокруг чердака. Пятое место занимает очень крупная порода голубей, а именно старонемецкий дутыш, крупный длинный голубь с пропорциональным телосложением. В глаза сразу бросается длинное тело, до 50 сантиметров, голубь с грушевидной, сильно развитым зобом, которая почти незаметно переходит в широкую короткую грудь. Порода является старейшей. Птица имеет низкую посадку, у нее короткие конечности, оно располагается почти горизонтально, длинный и узкий хвост лежит на полу. Внешне голубь не совсем похож на привычных дутышей. Птица кажется массивной, с рыхлым оперением, но очень низкой. На четвертом месте у нас нестандартная порода голубей. Эта порода голубей выведена в 80-е годы 19 века. Выставочные английские гомер-голуби, у которых голова удлиненной формы с тяжелым, толстым и тупым клювом. Исходными формами послужили почтовый голубь. Выставочный гомер довольно большой по размерам, но они не должны быть ни слишком большими, ни слишком худыми, и прежде всего они должны быть сбалансированными. В начальный период создания породы от английского выставочного требовалась высокая работоспособность, летные качества. Позднее вкусы изменились. На первое место были поставлены декоративные качества. В результате к началу 20 века эти голуби превратились в вольерную птицу. Топ-3 нашего рейтинга открывает английский карьер. Родиной этих голубей считают Древний Египет и сопредельные с ним страны. В то время карьеров использовали как почтовых голубей, на что указывают надписи и рисунки на стенах древних храмов. Имея нестандартный экстерьер, голуби данной породы пугают людей своим видом. В оценке карьера исключительное значение имеет правильное развитие надклювных и окологлазных бородавок. Надклювные бородавки чрезвычайно развиты, должны иметь форму грецкого ореха и равномерно размещаться вокруг клюва. Каждый бугорок этого ореха должен симметрично выдаваться над предшествующим ему. Окологлазные бородавки состоят из нескольких плоских колец бледно-желтого или серовато-белого цвета, как бы припудренная. Чем голубь старше, тем восковица больше. На втором месте английский длинноклювый турман. Интересно, кто придал название этой породы, неужели он считает, что у них длинный клюв? Отличительной особенностью этой породы является необычная голова, округлая с очень выпуклым лбом. Если поглядеть сверху, то клюв практически не виден. Имеют большие глаза, красивые жемчужного цвета. Молодые голуби до первой линьки имеют однотонное оперение и только после второй приобретают свой настоящий цвет. Первое место в нашем топе занимает египетский морослат. Оставляем место для вашей фантазии описать данную породу. Все, что известно про данных голубей, это то, что они очень редкие из-за трудные требования в их содержании. Данная порода голубей имеет очень узкое лицо и сомкнутый клюв. Чем сомкнутнее клюв, тем ценнее голубь. Друзья, на сегодня все. Если понравился ролик, не забудьте подписаться на канал, ставить класс и оставлять ваше мнение в комментарии. Она важна для нас и для улучшения канала в дальнейшем. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.
Берегите себя. До скорой встречи!